И вы знаете, остался же ведь вопрос, вот сколько занимаются историки, а вопрос-то остался. Знаете, какой вопрос? Самый трагический. Вот большевизм сейчас, благодаря Александру Исаевичу, благодаря огромному взрыву справедливого негодования, когда оно стало разрешено, большевизм у нас – это то же самое, что сталинизм. Они срослись. Для нас большевизм – это и есть сталинизм. Ленин – это тот, кто стрелял в зайчиков. И маленькая лениниада Ерофеева хотел всех истреблять. На самом деле, я вам это открою, никому не говорите, большевизм – это совсем не сталинизм. Это очень другое. Я не могу сказать вам, что это хорошо, но должен вам сказать, что это другое. Вот Иосиф Виссарионович, почему великий? Понимаете, он был великий менеджер не в экономике, не, а в организации, в политике, в организации власти. Вот болеет Владимир Ильич, а он перетряхивает партию. И он ее не просто перетряхивает. Знаете, как интересно он ее перетряхивает? Ведь Ленин был с этой невозможной идеей о том, что рабочий должен получать столько же, сколько министр. И тогда никто не захочет быть министром, и, видимо, все захотят быть рабочим. Ну, неважно. Это не вышло с самого начала. Дело в том, что большевизм же ведь он утопичен. Там вот во время процессов, там этого нету в этом фильме, который будет показывать по каналу «Культура», но там это вырезали, я там про это говорю. Там спрашивают одного из подсудимых, а вот как вы относитесь к идеям большевизма и марксизма? Он говорит, ну, в идее замечательно. А что значит в идее? А в реальности? А в реальности, он говорит, этого быть не может. Вот понимаете, в реальности все, о чем так мечтал Ильич, быть не могло. Но все равно было направление другое. Кто такой Троцкий, если мы уберем, у него большое отягчающее обстоятельство, он о нем знал, он был еврей, причем действительно он знал. Вы знаете, что Владимир Ильич периодически предлагал ему пост, и он скромно, говоря, что есть одно обстоятельство, он как-то не мог его точно объяснить, по которому лучше его заместителем главы правительства не делать в России. Потом его, вы знаете, в министерство ему хотели иностранные дела поручить. Но этот Толеран тоже объяснил, что тоже обстоятельства ему немножко мешает. Но будучи вот с этим отягчающим обстоятельством, тем не менее, это был умный человек. Наверное, очень плохой, но очень умный. Так вот, идеи троцкизма по правде, которые охватывали большую часть партии, что это такое? Вы понимаете, Иосиф Виссарионович, вот там в этой книге, там нету, как он там хитрил с бюрократией. Я вот начал и отвлекся. А он не просто хитрил с бюрократией. Вот пока Владимир Ильич болел со всеми своими идеями о министре и рабочем, Иосиф Виссарионович правильно себя повел. Он вот эту новую, посаженную им партийную бюрократию наградил. Была партконференция. И на этой партконференции, знаете, был очень интересный вопрос о материальном вознаграждении самых активных партработников. Оказывается, их надо было вознаградить не только деньгами, медицинским обслуживанием. И не только медицинским обслуживанием, а жилплощадью. Вы понимаете, был создан сразу класс людей, которым было что терять. Называется партийная бюрократия. Так что управлять государством уже Иосиф Виссарионович мог. У него были те, кто готовы были за это
служить. И вы знаете, самое позорное, что было вот на моей, для меня и для этого героя, который точно такой же, как они, это тоже, ну кто, как его назвать, ну, наверное, большевистский вельможа, боярин, как писал поэт, а вы, московские бояре из белостокских корчмарей. Так вот, тоже боярин был. И вот он приходит на этот съезд. Это 17-й съезд. Называется съезд победителей. На самом деле это был съезд победителя. Дело в том, что все, только что возвращенные им из ссылок, Радек, Зиновьев, Каменев, они захлебывались от признания собственных ошибок. Чем занимался Бухарин? Предал своих учеников. Сообщил, что правильно политика партии. И себя успел предать. Сказал, что моя борьба, оппозиционная борьба, это парфянские, то бишь отравленные стрелы в тело партии. Там была придумана партия Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Там было сделано невиданное. Там было предложено не обсуждать доклад Сталина, а принять его как руководство к действию. Но знаете, что отвратительно вот во всем этом? И вот когда он понял, и этот герой понял тоже, что он с ними может делать все, что угодно. Это вот когда они все прославили его, а потом он узнал, что в тайном голосовании больше 200, по-моему, голосовало против. Вы понимаете, во времена Нерона еще нет никаких, еще нету террора, еще не убивают. Еще самое страшное, что с ними может быть, они потеряют вот эти привилегии, о которых приняла постановление та партконференция. Вот это максимум. Но готовы лгать публично и трусливо голосовать против. Никакой партии, Иосиф Виссарионович, этого, как там поэт наш писал, это сталь, железо, это не существует. И вот тогда он мог с ними делать все, что он хочет.